вы можете там, в принципе, заниматься чем угодно. Для всех простых смертных эта виза в основном тоже открытая. Как подаваться на эту визу, если я гражданин РФ, но фактически не нахожусь в России? Вам нужно будет готовиться к каким-то неожиданным тратам. Всех приветствую на канале Релокод, меня зовут Максим. Сегодня с нашим экспертом по релокации мы поговорим о визе Global Talent в Великобританию. Елизавета, здравствуйте, как дела и как настроение? Здравствуйте, Максим, все отлично. Да, давайте поговорим о визе таланта в Великобритании. Достаточно актуальная виза на сегодняшний момент. Да, учитывая обстоятельства, вообще все, что связано с визами, с переездом, все актуально. Расскажите, что это за виза? Что такое виза Global Talent? Виза Global Talent– это виза Великобритании для талантливых специалистов, которые хотят там жить на протяжении 3 лет или 5 лет. И эта виза дает право на жизнь там, на работу в Великобритании. И также Мгм. плюс этой визы в том, что она не связана с предложением о работе. То есть вам не нужен никакой оффер для того, чтобы ее получить. Более того, вы не обязаны открывать свою компанию, вы не должны открывать, например, свой стартап, как для визы стартап, например. Мгм. И вы можете там, в принципе, заниматься чем угодно, даже работать на фриланс и прочее. То есть вам открыты все дороги для этой визы. Эта виза предназначена для талантов из 3 областей. Во-первых, это культура и искусство. Туда входят Мгм. фотографы, художники, музыканты, дизайнеры и прочее. Далее это ученые любого рода входят также в эту визу. И Мгм. также эта виза предназначена для предпринимателей и специалистов из сферы цифровых технологий. Мгм. Ну, вы, в принципе, чуть-чуть опередили мой следующий вопрос, но в целом, как понять, что ты талант? Вот, например, вы перечислили, но все равно для людей, вот так резюмируя, как понять, что ты талант, и как понять, что тебе эта виза вообще не подходит? Вот такой вопрос. Как понять, что ты талант достаточно легко? Там не нужно быть на самом деле каким-то невероятным талантом, и любой простой М, смертный может получить эту визу. Более мгм, того, у этой визы есть такое маленькое подразделение, как бы кусочек для людей, которые работают в этой сфере менее 5 лет, да, и они не очень опытные, естественно, у них не очень много достижений. И даже для мгм, таких специалистов эта виза тоже открыта. И более мгм, того, они получают эту визу на срок до 5 лет. Поэтому, если вы потенциальный, возможно, какой-то талант в мгм, сфере, например, цифровых технологий, вы также можете получить эту визу. Но, в принципе, для всех простых смертных эта виза в основном тоже открыта. Единственное, что вам нужно демонстрировать, это то, что у вас есть какие-то достижения, может быть, помимо вашей работы, что это там, участие в конференциях, какие-то награды национального мгм. уровня и прочее. То есть там, на самом Да, деле... Мгм. мы об этом чуть-чуть позже поговорим по поводу подразделения. Вот следующий вопрос у меня такой: какие документы необходимы при подаче на эту визу? Да, спасибо. На самом деле для документов здесь все достаточно просто. Во-первых, мы эту визу разделяем на таких 2 больших этапа получения, в принципе, этой визы. Мы разделяем на 2 больших этапа. Первое– это endorsement, да, то есть как бы одобрение. Сначала вас одобряют как таланта. А второе– это уже получение самой визы, чисто такой бюрократический этап. Вам нужно будет просто собрать и подать все нужные документы. И для первого этапа нам нужно будет 3 рекомендательных письма от Так. каких-то других специалистов в этой области, ну, как минимум 3. Мы нашим клиентам советуем всегда их брать больше, может быть, 5 рекомендательных писем, например. Мгм. Во-вторых, это должны быть доказательства. Что подразумевается под доказательствами, да? Это, опять же, какие-то конференции, награды, может быть, выступления, какие-то статьи о вас, например, или интервью с Мгм. вами в Ютубе, может быть, даже, где угодно. Мгм. То есть какое-то доказательство того, что вы вообще существуете как специалист и вы ведете какую-то активную деятельность. Мгм. А скажите, извините, на первом этапе кто оценивает вообще шансы твои? Вот именно на первом этапе. Как называются эти люди и кто оценивает шансы? Да, это endorsing body, они называются, то есть такой А, полномочный орган, их всего 6 для визы таланта, и каждый а, отвечает за свой маленький сектор, например, за сектор цифровых технологий, потом, может быть, а, дизайна, искусства, живописи, вот такого, и очень. прочих. Мгм.
Хорошо. Могу ли я подаваться на эту визу, проживая в России, учитывая сложную геополитическую обстановку сейчас? И как подаваться на эту визу, если я гражданин РФ но фактически не нахожусь в России? То есть, если я в России и не в России? Такой вопрос. Да, я считаю, что эта виза вообще идеальна для тех, кто сейчас в быстрых темпах из России уехал, или для тех, кто в России остается. И, в принципе, она очень удобна тем, и у нее есть большое преимущество, то, что, во-первых, она, конечно же, открыта для людей, которые находятся в России, для граждан РФ, да, вы Так. можете спокойно ее получать. А во-вторых, если вы, например, имеете визу какой-то другой страны, ВНЖ, или если вы даже находитесь там по туристической визе, то есть без ВНЖ, вы все равно можете, находясь в этой стране, подавать на визу Global Talent. Такая вот интересная особенность, то есть вы можете работать с посольством Великобритании этой страны, в которой вы находитесь, вам абсолютно не нужно иметь никаких даже ничего, никаких документов, чтобы там Ничего не нужно. да, Просто подавайтесь на визу. находиться в этой стране. Да, остальное это совершенно не важно. Мгм. Хорошо. Сколько времени займет процедура получения ВНЖ? Вот такой вопрос еще. Это второй плюс этой визы, на самом деле, потому что сейчас ее получить достаточно быстро. Мгм. Одобрений, по крайней мере, ждать вам не нужно долго. Я уже говорила, да, что мы делим ее на два больших этапа. И Так, сначала мы собираем документы для первого этапа. Это может так. занять, естественно, разное количество времени. Если вы работаете с нами, Стрелокод, то все тут зависит от того, как быстро вы сможете реагировать на наши запросы информации, потому что действительно нужно будет ее предоставить. А мы, в свою очередь, стараемся как можно более оперативно на данный момент работать, учитывая сложность как бы, геополитической ситуации. Да, да. И как можно быстрее собирать все документы. На первом этапе вам нужно будет ожидать одобрения от этих самых endorsing body, о которых я говорила, достаточно короткое время, потому что, например, один из endorsing body, TechNation, который отвечает за цифровые технологии, на данный момент приоритизировал заявления белорусских, украинских и российских граждан, и поэтому их М, заявки рассматривают в первую очередь. Поэтому нашим клиентам приходит одобрение очень быстро. Буквально за мгм. несколько дней может прийти одобрение. Ничего себе. Да, но потом, конечно, вам нужно будет проходить второй этап, который, и там уже одобрение вы можете ждать вплоть до 3 недель, ну, что тоже на самом Ага. деле не очень много. И, в принципе, Это тоже, это тоже быстро, да, да. учитывая другие, сравнивая с другими странами, это очень быстро, да. Да. Действительно. И весь процесс у вас может занять 3-4 месяца, и вы можете уже получить свою визу. Ну, единственное, что вам нужно будет ее дождаться, пока она к вам придет. Мгм. Хорошо, а второй этап, вот скажите, второй этап тоже, кто его оценивает и кто пропускает дальше тебя на втором этапе? Тоже интересно. Мгм. Да, на втором этапе все просто. У вас уже есть одобрение, то есть вам endorsing body присылает письмо, и Так. там они подтверждают, что да, вы достойны получить эту визу, вы действительно талант. И вы Мгм. потом собираете это письмо, собираете еще некоторые свои документы, Так. например, там доказательства, ну, справки на туберкулез, Мгм. туберкулез, потом доказательства от того, что вы финансово можете себя обеспечить в Великобритании на какое-то время. Там, кстати, небольшая сумма, которую вы должны Мгм. доказать. Мгм. И прочие документы, их там не очень много. И также подать заявки от своих членов семьи, и Так. вас уже оценивает Home Office, то есть как бы в правительстве Великобритании вам говорят, да, вы а, Мгм. можете получить эту визу. Здорово. Вопрос еще такой. Документы, которые нужно будет предоставить, есть ли возможность их... то есть все документы предоставляются в электронном виде, верно? Посылаются на второй этап Да. в электронном виде. Если, например, ты не находишься сейчас на территории России, не проблема ли эти документы собрать вообще? Вообще А, нет, но единственная сложность это может быть как раз тест на туберкулез. Там такая история, что есть список стран, и если вы подаете из этих стран, вам нужно сдавать тест на туберкулез. И Россия, в принципе, Мгм. входит в число этих стран, с которых вам нужно этот тест на туберкулез предоставлять. Но Мгм. если вы, например, сейчас находитесь в Испании, во Франции, и где тест на туберкулез вам сдавать не нужно. В этих странах нет квалифицированных клиник, которые могут вам этот тест выдать. А в связи с этим есть некоторые сложности. Во-первых, вы должны, если вы хотите подавать, либо вам нужно ехать в другую страну какую-то, где
эта возможность сдать этот тест есть, и квалифицированные клиники там есть, потому что из этой страны вам нужно сдавать на туберкулез. Либо вам нужно подождать, пока вы в этой стране, где тест сдавать не нужно, будете жить на протяжении полугода. И тогда Мгм. вам тоже его будет не нужно сдавать. Вот с этим небольшие сложности есть, потому что если вы, да, Мгм. уезжаете срочно из России, не успеваете в Москве или где-то, где вы живете, записаться на тест, да, Мгм. в квалифицированной клинике в России, то вам нужно будет уже продумывать этот момент. У нас были такие клиенты, но эту проблему мы с ними решили. Либо нужно будет подождать, либо нужно будет ехать куда-то и сдавать уже там. Команда Релокод, я думаю, что с любыми сложностями людям поможет в плане документов, в плане подачи какой-то оперативной информации. Да, и еще хочу напомнить нашим зрителям, которые смотрят это видео, обязательно пишите свои вопросы, интересующие вас, именно касающиеся этой визы. Мы оперативно ответим также и подскажем, что вам делать. И также вы можете записаться на бесплатную консультацию к нам по WhatsApp. Номер будет в описании. Следующий вопрос такой. На какой максимальный срок ВНЖ выдается и на какой срок можно его продлить? Мгм. Да, здесь достаточно тоже интересный момент, что вы, в принципе, если вы... она делится на две подвизы. Я уже говорила, Так. что если вы потенциальный талант, если у вас опыт работы менее 5 лет в какой-то сфере, Так. то вы Мгм. можете получить эту визу на срок до 5 лет сразу. А Так. если у Мгм. вас опыт работы более 5 лет, да, и вы Мгм. уже считаетесь талантом, то вы можете получить эту визу на срок до 3 лет. Но вы, в принципе, можете, почему я говорю до, потому что вы можете выбирать, на какой срок вам дается эта виза. Если вы, например, едете большой семьей в Великобританию, то вам нужно будет за всю эту большую семью сразу заплатить медицинскую страховку, которая составляет 624 фунта стерлинга за человека за год. То есть, если вы, например, хотите поехать со своей супругой, например, и 2 детьми все Мгм. вместе, то, естественно, и вам нужно будет эту сумму за все года, что вы там будете пребывать, сразу заплатить. Это Да. большая, получается, достаточно сумма, и иногда это может быть поводом для того, чтобы взять, например, вам одобрили на 3 года, вы ее берете на 2 или на год. То есть по финансовой по финансовым соображениям люди Ну, обычно достаточно часто определяют и это бывает, да, таким Мгм. небольшим камнем преткновения, потому что там действительно такая достаточно большая сумма выходит. Это во-первых. А Мгм. во-вторых, вы можете ее продлевать. И на самом деле, даже если вам, например, дали эту визу на 3 года, то после этого вы можете получить ВНЖ Великобритании. Он называется прошу прощения, ILR. И вы Мгм. можете получать это ВНЖ, прожить там, хотя обычно его выдают после 5 лет жизни в Великобритании, но если вы по Global Так. Talent едете и прожили там 3 года, то вы можете его получать сразу, после окончания действия визы Global Talent, либо вы можете продлить саму визу Global Talent и, опять же, проходить всю эту историю с этими Мгм. одобрениями и прочее, но вы можете также и получить. Просто плюс вот этого ВНЖ в том, что вы после него достаточно просто можете получить паспорт в Великобритании, когда вы проживете там 5 лет, если вы не работали в найме, и 6 лет, если вы в найме работали. То есть вот вы говорили, Promise и Talent, это вот подразделение этой визы, на которые люди могут рассчитывать, если ты уже достаточно опытный Talent, насколько я понимаю, если ты еще недостаточно опытный, у тебя нету таких заслуг, но ты перспективный, и ты хочешь показать правительству, да, что ты перспективный и хочешь рассчитывать на эту визу, то есть ли тоже возможность для таких людей получить впоследствии гражданство и для Talent, и для Promise? Есть ли Да, такая да, для возможность? них, и для Talent, и для Promise. Единственная разница в том, что Promise выдается на 5 лет, ну, до 5 лет, а Talent на Мгм. 3 лет. Мгм. Я понял, хорошо. А какие требования вообще к языку? Вот люди собрались, хорошо, у них есть пакет документов, они понимают прекрасно, что они талантливые, они себя оценили, вот, и хотят подаваться. Но, допустим, недостаточно знаний языка. Это проблема вообще для таких людей? Для визы Global Talent нет никаких требований к знанию языка. Вы никак не должны его доказать. То есть, Здорово. например, мы также работаем в Релокод с визой стартап и визой инноватора. Для них, например, Мгм. нужно доказать, что вы знаете язык на уровне B2. Но для Global Мгм. Talent абсолютно нет никаких требований к знанию языка.
Мгм. Вот есть же еще стартап-виза для предпринимателей. Там, так, коснемся коротенько. Там нужно вообще требование языка или Да, нет? да, там для стартап-визы для предпринимателей вам нужно доказать, что вы знаете язык на уровне B2. Да-да-да. То есть для людей, которые еще, допустим, выбирают, есть же люди, которые и занимаются бизнесом, но при этом могут рассматривать Global Talent. И поэтому Global Talent для них даже будет выгодно, если вы язык не знаете, вот для предпринимателей даже. Поэтому... Да. Мгм. Ну, единственное, что действительно Global Talent не всегда подходит. Вот бывает, что по сфере деятельности человек не может получить Global Talent. А вот расскажите, в каких случаях реально не подходит, вот чтобы люди тоже знали. Вот зачастую бывает такое, что к нам обращаются люди совершенно разных направлений, разных сфер деятельности, но не все подходят. Например, какие-то вот нам недавно обращались юристы. Но вот, к Мгм. сожалению, для юристов эта виза нельзя ее получить. Или Мгм. некоторые там дизайнеры, виды дизайна тоже почему-то не подходят, например, там. А далее, если вы работаете в технологиях, но они не связаны с IT, то есть это не цифровые технологии, а что-то вроде там какие-нибудь, например, системы освещения или что-то в таком роде, то Мгм. тоже почему-то они не принимают, вот, например. Мгм. Консалтинг, если вы, например, работаете в IT, да, в технологической сфере, но вы консультируете, в основном вы занимаете должность консультанта. Это может тоже не подойти. Вам, в принципе, для того, чтобы понять, подходите ли вы под эту визу, лучше обратиться к нам за бесплатной консультацией в Релокод, и мы обязательно вас... Да, я как раз-таки хотел, да, зрителям сказать, что если вы не знаете, просто обращайтесь, пишите нам, мы всегда вам подскажем и оценим ваши шансы на эту визу. А, Елизавета, такой еще вопрос. Перед переездом, что нужно делать перед отъездом в Великобританию? Какие действия и о чем стоит подумать перед отъездом? Перед отъездом в Великобританию вам касательно документов нужно будет выполнить некоторые действия. А также вообще, в принципе, нужно понимать, что Великобритания — это, наверное, не самая дешевая страна для жизни. И когда вы будете там искать, например, квартиру, чтобы снять в аренду, особенно если вы амбициозно хотите это сделать, например, в Лондоне, то Мгм. это будет очень проблематично, потому что зачастую они просят, например, сразу заплатить арендодателю там, за полгода, например, Мгм. или, в общем, вам нужно будет готовиться к каким-то неожиданным тратам, и, в принципе, и достаточно большим, потому что Великобритания очень дорогая страна. И я бы, наверное, не советовала людям, которые еще пока не уверены в своем финансовом состоянии, туда Мгм. ехать, в принципе. Мгм. А во-вторых, я вот хочу, наверное, посоветовать вам рассматривать не только Лондон для переезда, потому что очень многие наши клиенты, да и, в принципе, люди, с которыми мы проводим консультации, говорят, я Мгм. хочу жить в Лондоне. Но не всегда это возможно, и это их иногда останавливает, но есть еще очень много интересных городов Великобритании, которые вам тоже очень понравятся, помимо Да. Лондона, в которых очень приятно будет жить. Гораздо дешевле будет уехать, я так понимаю, вы советуете, гораздо дешевле будет куда-то поменьше городок, где гораздо дешевле жизнь, а потом уже, так как вы все равно будете, я так понимаю, заниматься какой-то вид деятельности удаленной, сейчас популярно, сейчас очень много людей именно удаленно работает, поэтому для просто сохранения финансовых каких-то и сокращения финансовых затрат лучше куда-то в маленький город уехать, а потом уже переедете, когда все хорошо будет, когда уже более стабильно. Да, это здорово. Вот семья. Семью можно перевести? И каких членов семьи можно с собой взять? Тоже такой вопрос. Да, это замечательный вопрос. Мне кажется, это очередной плюс визы Global Talent. То, Мгм. что да, для многих виз, для многих стран вам нужно только привозить с собой, вам можно только привозить с собой своих супругов и детей до 18 лет. Но это не так Мгм. для визы Global Talent, потому что если вы хотите поехать, например, не со своим супругом или супругой, а со своим партнером, да, с которым вы находитесь в А, отношениях, но вы еще не женаты, не официально у вас не заключен брак, то виза Global Talent может быть для вас, потому что если вы можете доказать, что вы находитесь в отношениях более 2 лет, это Мгм. можно доказать там договором аренды, какими-то коммунальными счетами, если там есть ваши имена, и даже письмами от ваших друзей, которые могут доказать, что вы на протяжении более 2 лет находитесь в отношениях, да, то вы можете поехать вместе. Или если у вас есть дети, которые старше 18 лет, но они не женаты, не замужем,
и у этих детей нет своих детей, и они от вас финансово зависимы, и вы можете это тоже доказать, то вы можете поехать тоже вместе. То есть есть достаточно большее количество членов семьи может поехать в Великобританию, чем для некоторых виз других стран. Здорово, слушайте, очень интересно. На все мои вопросы, которые я подготовил для вас, вы ответили, очень интересно ответили. Елизавета, благодарю вас за великолепную беседу. С вами было очень интересно пообщаться. Я надеюсь, зрителям тоже было очень интересно послушать. Я напоминаю, что мнение эксперта очень важно для нас, потому что сейчас очень много людей не понимают, где брать информацию. Информации, казалось бы, в интернете очень много, но вот сжато, четко по вопросам мы постарались для вас ответить. Я напоминаю, что на нашем канале Релакод сейчас выходит очень много видео, постоянно мы выпускаем видео на актуальные темы, поэтому переходите, смотрите. Я думаю, что если вы заинтересовались какой-то из виз, допустим, сегодня Global Talent, все вопросы мы для вас закроем, поэтому смотрите обязательно остальные видео. Что ж, я с вами прощаюсь, до новых встреч, спасибо, Елизавета, до свидания.